В этом видео я решил затронуть необычную тему и рассказать, зачем некоторые советские танкисты специально подставляли борта танков под огонь противника. На первый взгляд звучит абсолютно бредово и абсурдно. Однако такие случаи на поле боя действительно были. И чем ближе к концу войны, тем чаще это происходило. Справедливости ради, нужно сказать, что это было нечастое явление, которое наверняка наблюдалось и в армиях других стран. Но я нашел конкретные примеры именно в воспоминаниях советских танкистов. Итак, зачем же было добровольно подставляться противнику? На самом деле ответ прост. Это страх погибнуть в танковой атаке. По словам танкового аса Брюхова Василия Павловича, механик-водитель мог подставить противоположный от него борт под огонь немецких орудий. Некоторые механики так и говорили: «Я никогда не погибну, потому что я подставлю танк так, чтобы болванка ударила не там, где я сижу». Однако, если таких умельцев выявлял СМЕРШ, то незамедлительно следовало жестокое наказание. Это подтверждает другой танкист-ветеран Мариевский Аркадий Васильевич. Между Витебском и Полоцком у нас расстреляли 3 механиков-водителей, подставили бортом машины, но СМЕРШ не обманешь. Другую вариацию такого саботажа описывает Анатолий Павлович Швебик, бывший заместителем командира бригады по технической части в 12-м гвардейском танковом корпусе. Это стало встречаться под конец войны. Допустим, идет бой, экипаж выскочит, а танк пускает под горку, он идет вниз, там его подбивают. С наблюдательных пунктов это видно. Меры принимались, конечно, к этим экипажам. Наличие таких случаев на войне подтверждает и командир роты танкового десанта Евгений Иванович Бессонов, столкнувшийся с этим явлением в Орловской наступательной операции. Днем, после слабенькой артиллерийской подготовки, при поддержке 3 танков Т-34, мы опять атаковали траншею противника и опять были отброшены. Танки были подбиты и подбиты по вине экипажей, которые покинули танки заранее, а танки продолжали движение на противника без них. Больше такого позорного эпизода никогда не видел за всю войну. Как видно, это не выдумка одного ветерана, а реальные случаи на войне. Сразу подчеркну, что так поступали лишь отдельные личности, и эта тенденция не носила массовый характер. Поэтому не нужно писать в комментариях, что я хочу очернить и оклеветать всех советских танкистов. Приведу еще несколько примеров умышленного выведения из строя танков, хитростей и уловок, чтобы не идти в атаку. Из воспоминаний Кривого Георгия Николаевича. С немцами мы столкнулись у местечка Гермау. Утром 16 апреля пошли на них в атаку. Механик не повел танк по дороге, а взял правее. Может, объезжал что-то, но, скорее всего, специально подставил машину моим бортом. Тут нас и подловили. Левый борт разворотили, а последнее попадание в пушку. Башню крутануло. Я выскочил через люк заряжающего сразу за его ногами, а справа от танка громадная воронка. Раздумывать некогда, надо быстрее прыгать, пока не убили. Из воспоминаний Шишкина Георгия Степановича. Как-то раз надо идти в бой, а танк забарахлил, ожидался прорыв немецких войск. Все двинулись, а мой танк стоит, механики бегают вокруг него, ничего не могут сделать. Позже выяснилось, что мой водитель засунул спичку в топливный насос. Это дело обнаружили, отремонтировали. Механика мне заменили, а этого куда-то отправили. Но не судили, сами разобрались. Из воспоминаний Брюхова Василия Павловича. Во время ночных атак ориентироваться было тяжело, часто блудили. Некоторые, пользуясь темнотой, маневрировали, прижимались, вперед не шли. А потом поди докажи. Вот под городом Тата в Венгрии был такой случай. Это было вечером 29 декабря 1944 года. Уже смеркалось. Бригада, в которой оставалось не больше 40 танков, развернулась, чтобы атаковать город. По открытому месту надо было пройти метров 800, 1000 максимум. Но как только немцы открыли огонь, все батальоны поотставали. Моя-то рота вперед ушла. После боя стали разбираться, так у всех нашлась причина. У одного радиостанция не работает, предохранитель перегорел, а у другого волна сбилась, не слышит. У третьего кулиса заела, механик не мог переключить.
Был еще такой случай. Выдвигались мы ночью на исходные позиции, чтобы с рассветом наступать. Один командир останавливает машину в стороне, якобы ему не понравилось, как двигатель работает, и приказывает ждать зампотеха. Идет танк, он его останавливает. Зампотеха нет? Нет. А чего стоишь? Да что-то двигатель плохо работает. У тебя стартер работает? Работает. Дай мне его. Бери. Снимают исправный стартер, а себе ставят неработающий. Едет следующий танк. Что у тебя? Стартер не работает. А аккумуляторы хорошие? Вот так он за ночь свой танк на запчасти и раздал. А когда зампотех приехал, то, конечно, танк был неисправен, и его пришлось ремонтировать. Экипаж промолчал. Но кто-то доложил в особый отдел. Хотели его судить, но после утреннего боя танков погорело много, и остатки батальона передали в другую часть. Так его в другой танк пересадили и отправили. Судить не стали, пожалели. Из воспоминаний Кулешова Павла Павловича. Бывали случаи выведения из строя танка с тем, чтобы не идти в бой. Выводили из строя, как правило, мелочевку, например, прицел. Иногда ломали боек, песок насыпали в баки. Такие случаи были редки, но были. Однажды прибыло новое пополнение. Двое надрезали себе подколенные сухожилия. Их потом судил трибунал и приговорил к расстрелу. Бывали и самострелы. Из воспоминаний Матусова Григория Исааковича. По рации передали, чтобы мы утром были готовы к атаке по сигналу красных ракет. Я говорю Миколе, чтобы проверил работу мотора и прогрел его, и он что-то долго возился с переноской. Свет есть, а мотор не заводится. Он пробовал несколько раз, ничего не получилось. Я подумал, что он чего-то мудрит. Стал по рации передавать свои позывные. На связь вышел ротный, и я доложил ему, что у нас мотор не заводится, прогреть его не можем. Ротный ответил, что пришлет помпотеха, старшего лейтенанта Савиных. Ждали помпотеха долго. Он появился ночью, залез в башню, а я с переноской рядом. И тут Савиных достает пистолет и направляет его на старшину Васильева. И говорит: «Тебя трибунал судить будет». И выясняется, что Васильев специально перерезал провода, а Савиных в этих делах, видимо, был опытным человеком. Я в загородке мотора открыл круглый ящик, и действительно, 2 провода аккуратно перерезаны. И когда он сумел сделать такое? И тут я вспомнил, как начштаба назвал Миколу дезертиром на мосту, и как механик крутанул танк в песках перед посадкой на понтон, так с танка аж гусеница слетела, и как в атаке развернул танк без команды. Все сложилось 1 к 1, как стеклышки в калейдоскопе. Как видно, изобретательность саботажников была очень богатой, но самым популярным трюком оставался подставленный борт под огонь противника. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Будет интересно почитать. Спасибо за внимание.